Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим беляши. Для теста я взяла пол-литра кефира, подогрела его до температуры тела, добавила сюда 1 столовую ложку с горкой сахара и 25 грамм прессованных дрожжей. Кто пользуется сухими дрожжами, это количество нужно разделить на 3. И теперь я беру муку. Здесь у меня отвешено 750 грамм. И добавляю сюда еще 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Все это я перемешаю пока ложкой. В кефир с дрожжами добавлю несколько столовых ложек с горкой муки. Три ложки я добавила и размешаю. Друзья, у нас получилась опара. Теперь я оставляю опару подойти, и после этого дальше будем работать с тестом. Друзья, пока поднимается опара, займемся фаршем. У меня в миске полкилограмма свиного фарша и полкилограмма куриного фарша. И около 300 грамм нужно взять лука. У меня тут 265 получилось грамм. Для этого количества возьмем пол чайной ложки перца и пол столовой ложки без горки соли. Почему пол столовой ложки? Потому что в беляшах и в пельменях соль, если мы ее будем добавлять, например, как на котлеты мы добавляем, то она будет плохо чувствоваться. Поэтому фарш должен быть немножко солонее, чем обычно вы солите. Сейчас я лук перебью блендером и добавлю в фарш. Добавлю перец черный. Пол столовой ложки соли. Друзья, вот такой небольшой пучок укропа я нашинкую. Крупные стебельки отрезаем и мелко шинкуем. В фарш добавляю укроп и все перемешиваю. И для того, чтобы объединились хорошо компоненты фарша, перемешиваю все рукой. От лука фарш получается сочным, но этой сочности недостаточно для беляшей. И сюда я добавлю немного воды. Пока влила примерно 50 миллилитров. Фарш впитал воду, и я чувствую, что еще нужно добавить 50 миллилитров. Все, друзья, фарш готов, и теперь займемся тестом. Опара подошла, и теперь я ее выливаю в ту емкость, в которой буду замешивать тесто. Сюда вбиваю 1 яйцо, добавляю 60 мл растительного масла. Если вдруг у кого нет весов, посмотрю, сколько это в столовых ложках будет. 1, 2, 3, почти 4 столовые ложки, чуть больше. Добавляю сюда чайную ложку с горкой соли. И все это перемешиваю. Просеиваю сюда оставшуюся муку. А теперь осталось замесить тесто. Тесто замешиваем легкое
Оно не должно быть забито мукой. Друзья, поначалу тесто будет липнуть к рукам, но вы не спешите добавлять муку. Хорошенько его вымешайте. Минут 7-10 обязательно надо вымешать тесто. Тесто я вымешала, но оно по-прежнему еще липнет к рукам. У меня в пиалке примерно 50 грамм сливочного масла. Это масло я растоплю в микроволновке и дам ему остыть. Добавляю в тесто растопленное масло и продолжаю его вымешивать. Тесто впитало масло. И теперь посмотрите, оно отстает от рук. Поэтому никогда не торопитесь добавлять муку, потому что большое количество муки забивает тесто, и изделия из нее становятся уже не такими пышными, как хотелось бы. Тесто накрываю пленкой сверху и оставляю на расстойку, пока оно не поднимется в 2-3 раза. Вот так у меня подошло тесто. Оно у меня подходило в нагретой духовке до температуры тела. И подходило оно примерно где-то час. Руки смазала остатками сливочного масла. Тесто нежное, прям воздушное. Стол тоже нужно смазать маслом. Примерно на такие кусочки разделим тесто. Подкатаем их в шарик. И формируем следующий колобок. Из данного количества теста у меня получился 21 беляшек. Вес теста в беляше 70 грамм. А теперь сформируем беляшки. Выложила тесто на стол, сделала лепешечку. Выкладываю ложку фарша. Немножко приплюснула его, чтобы прожарился. Делаю юбочку. К центру собираю края вот такой складочкой. Оставляю дырочку. Я люблю делать беляши с дырочкой. Если кто-то не любит с дырочкой, можно делать закрытые. Сформированным беляшам обязательно даем время на расстойку, минут 15-20. И только после этого выкладываем в хорошо нагретое растительное масло, налитое слоем примерно 1,5-2 сантиметра.
И выкладываем беляши дырочкой вниз. Жарим беляши примерно по 3-4 минуты на среднем огне с каждой стороны. После того, как беляши оказались перевернуты, столовой ложкой наливаем раскаленное растительное масло со сковороды в каждую дырочку беляша. Это способствует тому, что фарш хорошо прожаривается внутри беляша. Готовые беляши снимаем на решетку с бумажным полотенцем и даем им остыть. Друзья, пробую беляш. Вот он у нас такой пышный, красивый, прожаренный везде со всех сторон. Горячий, правда, сейчас видите, какой сочный. Ну что я могу сказать, вы сами видите, тесто нежное и воздушное, начинка сочная и ароматная благодаря луку и укропу. Сейчас попробую. Это сказка. Готовьте вкусно, радуйте свою семью и наслаждайтесь замечательным вкусом этих превосходных беляшей. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если кому-то понравилось. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов!